Всем привет! Сегодня мы будем подключать охранную сигнализацию на приборе приемно-контрольном охранно-пожарном «Кварц». В систему будет входить табличка «Выход», как лампа, призма 102. Дальше охранный датчик. Я вам сейчас покажу. Дальше будет входить Геркон ИО-102-02, ПКИ Иволга, звуковой оповещатель, ПКИ-1. Touch Memory, Сибирский арсенал, оригинальный. АКБ. Сам прибор приемно-контрольной охранно-пожарный «Кварц». Нам понадобятся также такие инструменты. Отвертки 2. Одна для Touch Memory, потому что Touch Memory очень маленькие клеммы. Щипчики. Еще одна отверточка. Начинаем. Открываем прибор. Я вам показывал, как получается подключать АКБ. Куда вставлять провода. В том видео. Дальше подключаем 220 вольт. Такие же провода у меня есть. Вот они. Мы их подключаем. Сейчас я их подключу. Подключили, получается. Наклеим сеть 220 вольт провода. Втыкаем в розетку. Включили в розетку. Если вы устанавливаете этот прибор в каком-то помещении, конечно, вы не вставляете это в розетку, а сеть заводите через автомат. Я использую для подключения такой кабель. Сейчас фокусируется. Вот он. Начинаем подключать. Начнем с призмы светового оповещателя. Тут есть плюс-минус. Подключаем плюс к плюсу, минус к минусу. Подключили само табло. Плюс оранжево-белый, минус оранжевый. Дальше. Пока мы табло подключили, сейчас мы займемся выбором тактиками. У нас есть перемычки. Вот они. Ой, вот они вот. Мы должны выставить тактику применения. У нас охрана. Тут есть две тактики. Централизованная охрана 1. Управление прибором, постановка снятия осуществляется электронными ключами. Либо централизованная охрана 1 с выключателем. Управление прибором, постановка снятия осуществляется выключателем. Выключатель двухконтактная фиксирующаяся кнопка. Мы выбираем первое. Централизованная охрана 1. У нас есть перемычки. Вот сейчас я приближу вам. G1, G2, G3. По паспорту мы должны G1 замкнуть, G2 разомкнуть, G3 замкнуть. Берем перемычку G1. Мы ее должны замкнуть. Перемычку G2 мы должны снять, получается. Сейчас я вам покажу. Мы сняли перемычку G2. G3 оставили в положение замкнуто. Теперь мы должны
перезагрузить прибор, выключить питание сети и опять включить, потому что тут нету кнопочки SB2. Мы перезагрузили прибор. Все стало на свои места. Что мы должны теперь сделать? Для начала мы должны поставить резисторы в ОК1. Вот сюда. В ОК1, ОК3 и ОК2. Ставим резисторы. Поставили не перемычки, а резисторы. Один у нас случайно вылез. Сейчас мы его поставим. Все резисторы мы поставили. Теперь мы сможем подключать все световые и звуковые оповещатели. Как вы помните, мы тогда подключили призму. Как мы ее подключаем? У меня это получается оранжевый минус, бело-оранжевый это плюс. Подключаем к выходу ОК1, то есть световой оповещатель. ОК1 у нас находится вот эта вот клеммочка, вот сюда подключаем. Табло выход у нас подключено. Дальше подключаем иволгу. Вот такая вот иволга у нас. Подключаем на клеммы. Плюс 12 вольт плюс. Минус на ОК2. Подключаем. Подключили иволгу. Красный на плюс. Минус на ОК2. Дальше подключаем Touch Memory. Отверточкой вот тут открываем. LED плюс, LED минус, Touch Memory плюс, Touch Memory минус. Подключаем. Получается плюс на вот это вот первую. Минус подсветки на вторую. Подключаем. Подключили. Вот. Бело-зеленый это плюс, зеленый минус. Подключаем Touch Memory на, получается, плюс третью клемму, минус на четвертую. Подключаем. Подключили. Получается, аккуратно провода укладываем и закрываем крышечкой. Смотрим, где нужно закрывать. Потом Touch Memory пока что сам у нас подключен. Подключаем Touch Memory к кварцу. Touch Memory сам подключается подсветка. Плюс на 12 плюс. Минус на ОК1. Сам Touch Memory подключается на клеммы TM это плюс. Общее минус. Подключаем. Подключили подсветочку. Как вы видите. Бело-зеленый плюс. Зеленый ОК1. Подключаем. Получается Touch Memory. Подключили Touch Memory. Коричневый это минус. Бело-коричневый
это плюс. А то есть подключаем к Touch Memory. К самому. Так. Проверяем работу Touch Memory. Работает, как вы видите. Теперь мы подключаем сами уже извещатели. Так. Подключаем охранные извещатели. У нас есть такой охранный извещатель. Мы делаем цепочку одну с геркончиком. Как мы подключаем? Питание извещателя. Плюс, минус. Подключаем сюда провода. CNC. Это само реле. Подключаем сюда тоже провода на шлейф. Не забывая то, что должен быть у нас еще резистор. 7,5 килоом. Мы его подключаем также на реле. Вот так вот. Дальше. Вот этот вот провод, где у нас резистор, мы подключаем к геркончику. Получается, берем и вот так вот заматываем. Закручиваем, то есть. После того, как мы закрутили, мы добавляем еще один резистор. Этот резистор уже подключаем ко второму проводу, который уходит из геркончика. Все. Также берем еще один проводок, так как мы должны подключить все-таки всю эту систему. Мы к этому проводку, вот он. Сейчас сфокусируется. Вот к этому. Мы закручиваем еще один проводочек. Закрутили. А сейчас он выпал. Закрутили. Подключаем, получается, питание извещателя. Ой. Как вы помните, что мы подключили питание? Синий минус, синий-белый это плюс. Подключаем, получается, есть вот тут плюс 12 и буковка Т перевернутая. Минус. Подключаем питание. Подключили питание прибора, как вы видите. Синий минус, синий-белый плюс. Подключаем. Получается сам геркончик. Вот он, как вы видите. Тогда мы подключали зеленый провод. Мы подключаем к ШС. А нет, простите. Мы подключаем к общему. Вот он, у нас есть контакт общий. Сейчас. Опа. Контакт общий. Сюда мы подключаем зеленый провод. Вот этот вот. А в ШС1 мы подключаем плюсовой провод, который выходит с нашего объемника. Подключаем. Все потом мы можем, получается, закрывать крышечкой. Берем. Закрываем. Все красивенько поставлю. Сейчас вам покажу.
Как вы видите, все подключено. Мы забыли аккумулятор. Он, походу, у меня разряжен, потому что я его как бы и давно не использовал. И он... Нет, он заряжен. Получается, сейчас мы его ставим аккуратненько. И все готово. Все готово, все отлично. Включаем звуковой сигнализатор. У меня почему-то вылезает ошибочка. У меня, походу, первая клемма ОК1 сломалась, потому что тут все нормально, все подключил. А как видите, выдает неисправность. Если я устраню эту ошибку, то вам, конечно же, все скажу. Потому что кварц я покупал давно, поэтому он может там, я не знаю, глючить немножко, вот, потому что вот так вот. Ладно, самое главное, что все работает. Берем ключи Touch Memory, ставим на охрану. Задержка на охрану где-то около 2 минуты, но если произойдет сработка, то повторно он включит на охрану сигнализацию через 5 секунд. Проверяем. На охране ждем. Сработка. Сейчас она прекратится. Поставлена на охрану. Проверяем. Получается объемник. Махаем рукой. Смотрим. Должно сработать через 10 секунд оповещение. Ну или быстро, там как посмотрим, кстати. Махаем. Сработало оповещение. Отключаем оповещение. Оповещение отключено. Объемник, как вы видите, он... Сейчас я вам покажу. Он моргает. Значит, все отлично. Дальше, получается, проверяем геркончик. Ставим также на охрану. Ждем. Сработка была. Через 5 секунд должен поставиться. Оно все еще есть. Поставлено на охрану, как вы видите. Тихенько проверяем геркон. Ждем. Через 10 секунд должно сработать оповещение. Сработало оповещение. Что мы делаем? Отключаем. Отключили. Возвращаем геркон на место. Все готово. Можем закрывать крышечку прибора. Сейчас мы тут красиво кладем провода. Закрываем крышечку. Все готово. Все работает. Ставим на охрану, ждем. Ой, не тот ключик взял. Идет. Сделаем сработку для того, чтобы он быстро смог поставиться на охрану. Поставился на охрану. Объемником проверяем, вот так вот. Вводим. Объемник срабатывает, сразу выводится тревога. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Увидимся снова в следующих видеороликах.
Всем пока-пока!